Всем привет! Я наконец-то вернулась в строй. Да, меня давно не было, поэтому расскажу последние новости, что было, что будет и вообще, чем я все это время занималась. Потому что, на мое удивление, пока меня не было, вы мне писали, рассказывали, как вам нравятся мои постройки и вообще, почему я так мало всем этим занимаюсь. Мало я этим занималась по одной простой причине. Я, в общем, немножко не рассчитала свою учебную нагрузку, и ее оказалось слишком много, и в итоге пришлось что-то исключить. Тем более, когда у тебя большая такая когнитивная нагрузка по учебе, творчество отключается. На него просто нету сил. А Sims — это творчество. Для меня это еще и отдых. В общем, как-то это все задвинулось на третий план, на третий, четвертый, непонятно на какой. Но на удивление, повторюсь, на моем канале была такая движуха, вы подписывались, писали мне прекрасные комментарии, спасибо вам большое. Собственно говоря, это вернуло меня к жизни. Я поняла, что мои постройки даже для кого-то что-то значат, не только для меня. Мне было страшно приятно. Так вот, я, в общем, была вся в учебе, я наконец-то вот выныриваю из этого всего через неделю как раз, но сейчас уже немножко полегче. Так вот, как-то вечером, 25 числа, как сейчас помню, я уже в истощенном состоянии листала ютубчик, чтобы включить что-нибудь отдохнуть, потому что уже совсем не было сил. В общем, листала, листала, листала. И тут мне ютубчик такой: посмотри-ка новый этот стрим, или как там, в общем, разработчики Sims 4 рассказывают о новом дополнении. И я посмотрела, и у меня просто случился предсердечный приступ, потому что я поняла, что надо срочно возвращаться, иначе я пропущу то, чего я ждала все 20 лет в Симсах. Да-да, кто не знает, я уже взрослая тетка, которая все 20 лет играет в Sims 4, то есть не в Sims 4, в Sims просто. Я начала еще тогда, когда у Симса не было циферки. Вот. Потому что я увидела, что они, в общем, новой мебели столько, и вообще это карьера, как его, не декоратора, а кого. В общем, создателя интерьеров. Я забыла, как это называется, слушайте. Ну, простите, это усталость сказывается, я уже забываю какие-то слова основные в своей жизни. В общем, дизайнер интерьера, она так, я не помню, как она в Симсах именно обозначается. В общем, что можно ходить и за деньги делать ремонт людям. Я так мечтала об этом, я так мечтала о новой мебели, и там столько мебели, которые, я думаю, что все просили эту мебель, там всякие, что можно составлять, как это называется. О, видите, совсем у меня все слова выпали из головы, потому что я была в таком восторге, у меня было столько эмоций. Я долго не могла успокоиться, я даже в тот день не могла уснуть долго, потому что я думаю: как теперь дождаться? Хорошо, что я не узнала об этом слишком рано, потому что у меня было время немножечко успокоиться и понять, что не так долго осталось ждать, потому что если бы я узнала об этом за месяц, я, наверное бы точно у меня сердечный приступ бы случился от ожидания, потому что сложно. Я настолько в восторге от нового дополнения, что или это не дополнение, или это комплект, как сейчас говорят. Ну, сейчас много разновидностей появилось у Симсов, что я уже немножко начала путаться. Но мне кажется, это все-таки дополнение, потому что оно слишком большое, там же и функционал меняется. Плюс, наконец-то, появились предпочтения. Я так долго этого ждала, чтобы Симсы могли какой-то цвет себе выбрать, любимую музыку и так далее. Мне кажется, что в какой-то момент это было в каких-то Симсах, наверное, в третьих. Что-то мне есть такое впечатление, что это что-то очень знакомое дело. И, кстати, некоторые говорят о том, что создание интерьера, ну вот режим строительства все ближе и ближе к тройке. Да, я согласна, мне кажется, очень близки.
Но тройка в этом плане была очень-очень хороша, хотя многие тоскуют по двойке, потому что в плане геймплея двойка была самой лучшей, как мне кажется, потому что там еще был ее создатель изначальный в двойке, создавал все это дело, все эти дополнения, потому что там были как его, и университет, и, ну, короче, много всяких дополнений, которые сейчас только-только начинают добавлять, а тогда они уже были там, типа, чуть ли не сразу, и они очень были продуманные и классные. Единственное, что каст там был ужасный, потому что все были худые, длинные, какие-то странные. Сейчас, конечно, с этим повеселее, но геймплей, конечно, был интересные, дополнения были достаточно интересные. Так вот, возвращаясь к новому дополнению, я бы себе не простила, если бы я это пропустила из-за учебы, но мне повезло, при том, что я специально не смотрела никакие симошные обзоры, ничего, чтобы мне YouTube даже не подсовывал ничего, чтобы это меня не отвлекало, потому что я прекрасно себя знаю, я не смогу сдержаться, посмотрю обзоры, посмотрю какие-то дополнения, видосики, постройки, я обязательно во все это вникну, а у меня времени вообще не было на это дело, поэтому я себя ограничивала. Я из-за этого, кстати, не подписываюсь ни на кого, по сути, ни на какие каналы, чтобы оно меня не отвлекало. А когда мне нужно, я что-то смотрю. Хотя у меня есть ряд каналов, которые я люблю смотреть, но, в общем, для своего спокойствия и самоконтроля я обычно ни на кого не подписываюсь, и вот в такие моменты, когда я очень занята, мне нельзя отвлекаться, я даже не смотрю ничего такого, кроме там котиков каких-нибудь, ну, просто для отвлечения. Кстати, я читала исследование о том, что видео с котиками действительно помогают расслабиться, помогают снять нагрузку, усталость, так что даже ученые нам сказали, что смотрите видео с котиками, поэтому я следую их совету и вот в такие моменты смотрю. Ну все, у меня уже немножко нагрузка сейчас спала, как раз вот 2 числа, 2 июня у меня заканчивается семестр, я просто в этот раз у меня появилась стипендия, я такая, уху, я могу взять больше нагрузки, больше предметов, я же теперь себе могу это позволить. Но я чуть не рассчитала, что силы у меня не прибавилось, и остальной нагрузки у меня не убавилось. И, в общем, я сама себя обманула, сама себя подставила. Вот. И, повторюсь, пришлось что-то исключать, и отпало достаточно быстро творчество. Потому что когда ты уставший, вот именно творить вообще не хочется. Хочется просто лежать пластом и вообще ни о чем не думать. Потому что нужно еще по учебе кучу всего делать. Вот, поэтому как бы Симсы и второй мой канал рисовальный тоже немножечко отвалились. Но я и туда уже возвращаюсь с большим удовольствием, потому что и с рисовальным каналом у меня все веселее, потому что я вернулась к масляной живописи. И здесь, конечно же, с новым дополнением. Я думаю, кстати, что я создам отдельный плейлист, где я буду как вот этот декорист. Что ж такое? Как, в общем, работать буду, обставлять дома. Я создам персонажа, и будем ходить, менять интерьер людям в режиме жизни. Вот, потому что, ну, так просто строить, это, конечно, прикольно, но теперь же можно это делать за деньги, делать по определенным запросам. Там же появились вот эти предпочтения, там их нужно учитывать. Это так прикольно. Я думаю, что вот в режиме жизни будет лучше все-таки это все делать. Я создам себя, наверное. Почему нет? Ну, типа, улучшенную версию себя. Да. Поселю их в какую-нибудь квартирку и будем ходить, обставлять, зарабатывать деньги. Я даже, думаю, не буду применять никакие финансовые коды, чтобы самостоятельно заработать на жизнь, чтобы Sims сам работал. Я, кстати, раньше, до того, как вообще появились все эти коды, на самом деле, они вообще не сразу об этом узнали. Их потом на ушко друг другу рассказывали, потому что интернета толком не было. Он был очень такой медленный, нераспространенный. Не у всех он был, кстати. Вот, поэтому все вот эти золотые коды
Rosebud, Muzzleload и Move Objects. Да, они были с самого начала, но я говорю, их на ушко друг другу говорили, писали на такой маленькой бумажечке, обычно передавали из потных ладошек в потную ладошку и говорили о том, что это изменит всю твою жизнь, все твое представление о Симсах. Вот. Это сейчас куча всяких кодов, заходишь на любую страничку, копируешь, вставляешь, и вот у тебя уже все на свете. Раньше так не было. Да, у меня большой опыт, и на самом деле это интересно видеть, как это все развивается, особенно когда ты был у истоков, когда ты помнишь еще, как это все было, потому что я тут еще недавно хотела построить, ну, типа дом из первых Симсов, как оно там было, просто ну, попробовать перенести это все в Sims 4. Начала искать скриншоты, и такая ностальгия меня накрыла. Ну, конечно, не получится, потому что слишком там специфические были, специфическая мебель. Кстати, была мебель, у которой не было цветовых вариантов, был только один вариант, ее не так много было, и это такая, в общем, ностальгичная ностальгия. Так что, думаю, еще будет парочку построек, а потом уже появится наше дополнение. Мне нужно немножко размяться, прийти в норму, в смысле прийти все в свою форму именно строительную. Вот. Это, кстати, квартира для мамы с 7 детьми, захламленная, без каких-либо перегородок. Забыла об этом сказать. Наслаждайтесь постройкой и до следующих видео. Пока-пока.